Привет! С вами я, Артем Шамардин и компания AVA-Nirvana. Сегодня мы продолжаем серию наших тестовых обзоров проекторов для домашнего кинотеатра. Предыдущие обзоры вы можете посмотреть на нашем канале YouTube или прочитать их текстовые версии на моем канале на платформе Яндекс.Дзен. Вначале хочется сказать пару слов о принципах, которыми мы руководствуемся в наших обзорах. Мы стараемся сделать тесты максимально объективными, выявляем как достоинства, так и недостатки проекторов, озвучиваем не только заявленные производителем характеристики, но и сами проводим необходимые измерения, проверяем работу проекторов как на синтетических тестах, так и на реальном материале, с тем, чтобы дать вам полную картину и помочь с выбором проектора для домашнего кинозала. Кроме того, вы можете составить собственное мнение о любом проекторе, посетив демозал компании AVA-Nirvana. Итак, сегодня мы будем тестировать действительно особенный проектор Sony VW5000ES. Достаточно взглянуть на его гигантские размеры, чтобы понять, что это действительно не рядовой аппарат. На сегодняшний день это предтоповый проектор в линейке компании Sony, так как в ней появился новый флагман VPL GTZ380 с колоссальной яркостью в 10 тысяч ANSI люмен. Данная модель имеет заявленную яркость только лишь в 5000 люмен, что также можно назвать огромным значением. Несмотря на то, что производство данной модели было начато еще в 2016 году, мы не смогли не воспользоваться возможностью познакомиться с этим проектором поближе, когда он попал к нам в руки. Тем более он до сих пор остается в актуальном модельном ряду компаний. Прежде чем переходить к подробному обзору технических характеристик проектора, стоит упомянуть о том, что компания Sony недавно обновила линейку своих SXRD проекторов и представила 3 совершенно новых лазерных аппарата с индексом XW в наименовании, а именно XW5000ES, 6000 и 7000. Цифры в наименованиях этих моделей могут ввести потенциального покупателя в заблуждение. Скажем, модель XW5000ES по названию легко перепутать с тем проектором, который будет сегодня у нас на тестировании. На мой взгляд, новая линейка по существу является попыткой сделать лазерные проекторы с нативным 4К более доступными для потребителя, чем серия VW, в особенности, чем ее лазерные аппараты. К примеру, у младшей модели, а это как раз XW5000, признаки бюджетности, как говорится, налицо. Регулировки зума, сдвига и фокусировки механические, то есть регулируются с помощью специального колесика на корпусе. Я вовсе не утверждаю, что эти проекторы плохи. Скорее наоборот, компании Sony удалось заполнить все так называемые ценовые категории, что будет только способствовать конкуренции с той же JVC, а значит даст дополнительный стимул для развития проекционных технологий. Просто надо понимать, что данные проекторы, игрой нашего сегодняшнего обзора, находятся, как говорится, в разных лигах. Более подробно о новой линейке проекторов Sony мы расскажем в следующем ролике. А сейчас позвольте вернуться к герою нашего обзора. Итак, Sony VW5000ES имеет на борту лазерно-фосфорный источник света, позволяющий, по данным производителя, выдавать световой поток в 5000 ANSI люмен. Много это или мало? Если обратиться к известному проекционному калькулятору на сайте projectorcentral.com, то можно посчитать, что на экране шириной 4 метра этот проектор может выдать ни много ни мало 146 нит яркости, или 43 фут-ламберта. Да и на экране шириной 6 метров его яркости хватит для того, чтобы обеспечить качественное изображение в полностью подготовленном помещении. Иначе говоря, этот проектор предназначен прежде всего для тех счастливчиков, что могут себе позволить по-настоящему большой экран в своем просторном домашнем кинозале. А вот можно ли использовать этот проектор с экранами обычных размеров, скажем 120-140 дюймов? Мы это выясним при тестировании, тем более в демозале компании AVA-Nirvana установлен как раз такой экран. Это Stewart Sima с полотном Nevo и диагональю 135 дюймов. Производитель проектора не указывает значений нативной контрастности, но мы, как обычно, проведем измерения и проанализируем полученные результаты. Здесь же стоит отметить, что проектор оснащен не только лазерным диммингом, затемнением, но и автоматической диафрагмой объектива, регулировки которых можно обнаружить в соответствующем разделе меню, который называется Cinema Black Pro. Такое сочетание лазерного затемнения и динамической диафрагмы призвано эффективно увеличивать контраст изображения в темных сценах. Проекторы выполнены на основе 3 фирменных SXRD панелей по технологии LCOS размером 0,74 дюйма с полным 4К разрешением, то есть 4096 на 2160 пикселей. Одна из главных особенностей аппарата – это выдающийся объектив диаметром 89 мм, призванный обеспечить максимальную оптическую четкость. Причем помимо стандартного объектива, проектор может быть оснащен опционально широкоугольной оптикой. Оптическая система полностью моторизована и регулируется с пульта.
Проектор позволяет сохранить положение оптики, то есть фокус, зум и сдвиг, в одной из ячеек памяти и вызвать ее одним нажатием кнопки, скажем, при смене размерности со стандартных 16:9 на 2:35:1. Лазерный источник света охлаждается с помощью комбинированной системы, жидкостной и с использованием традиционных кулеров. Причем, по заявлениям производителя, шум системы охлаждения не превышает 35 дБ при полной мощности лазера, что для столь яркого проектора можно признать отличным показателем. Срок службы лазерного блока, согласно данным компании, не менее 20 тысяч часов и 40 тысяч часов в режиме минимальной яркости без необходимости обслуживания. Кроме того, заявлено, что оптическая система проектора полностью защищена от возможности попадания пыли. Что касается поддержки современных стандартов, следует упомянуть, что проектор оснащен входами HDMI с пропускной способностью 18 гигабит в секунду, что позволяет принимать на борт сигнал с разрешением 4К, частотой 60 кадров в секунду и полным цветовым разрешением. Этого действительно достаточно для всех ныне выпущенных на цифровых носителях фильмов. Что касается HDR, проектор поддерживает наиболее распространенный стандарт HDR10, а также HLG и обеспечивает полный цветовой охват DCI с помощью специального светофильтра. Как я уже говорил, проектор не просто кажется огромным, он таковым и является. Размер этого монстра 75 см в глубину, 26 в высоту и 55 в ширину, а его вес составляет почти 43 кг. Строгий дизайн аппарата был унаследован от профессиональных проекторов Sony. Все разъемы традиционно для Sony находятся сбоку, в частности, это два порта HDMI, порт триггера, LAN, порт USB для обновления прошивки. Традиционный для Sony пульт, довольно крупный, удобный, с подсветкой клавиш. Далее мы провели измерение яркости и контрастности в основных режимах работы проектора. Итак, яркость в самом ярком режиме Bright TV на максимальном значении мощности лазера и максимальном зуме составила 4100 люмен. Это довольно большая яркость, однако она, как вы понимаете, не особенно соответствует данным, заявленным производителем. Однако стоит заметить, что в отличие от большинства проекторов, где наиболее яркий режим является по сути нерабочим ввиду сильного искажения цветовой температуры, в этом проекторе ситуация иная. Режим Bright TV даже без дополнительной подстройки выглядит довольно корректно. В режиме референс яркость составила 3654 люмен, то есть падение относительно самого яркого режима довольно небольшое. Интересно отметить, что у лазерных проекторов Sony мощность лазера можно регулировать плавно с помощью специального ползунка, включающего 100 возможных позиций. Мы измерили в том же режиме яркость проектора при установке ползунка лазера Light Output на 0 и получили значение 806 люмен, то есть мощность лазерного источника света уменьшилась в 4,5 раза, и это без использования фильтра DCI. В этом и кроется ответ на вопрос, который я поставил раньше. Можно ли использовать данный проектор с экранами традиционных размеров? Ответ можно и нужно, так как аппарат очень гибко позволяет адаптировать яркость под условия просмотра. А ведь это не только размер экрана, это еще и возможный уровень внешней засветки, если проектор используется не только для просмотра кино в полной темноте, но и, скажем, в гостиной для спортивных трансляций и тому подобных задач. Далее мы проверили, насколько падает яркость при активации светофильтра DCI путем принудительного включения цветового пространства DCI-P3. При полной мощности лазера в режиме референс яркость составила 2331 люмен. Падение, конечно, довольно значительное. Дальше мы измерили нативную контрастность по методике on-off. Она составила всего лишь 4000 к 1, что по меркам современных проекторов, основанных на технологии LCOS, совсем немного. На шаблоне с 1% ADL контраст составил 2300 к 1. При активации динамического режима контрастность возрастает очень существенно, до 65 тысяч к 1. При этом в режиме Full лазер полностью не отключается. Правда, поначалу это даже непонятно, насколько глубоким становится черный цвет. Лишь когда глаза привыкают к темноте, видно незначительное свечение экрана. При измерении контрастности по методике ANSI на максимальном зуме она составила 200 к 1. Скажем прямо, значение для проекторов Sony совсем не рекордное. Дальше мы, как обычно, проверили оптическую четкость, разрешение и равномерность фокусировки. На тестовом шаблоне Quick Brown Fox проектор демонстрирует практически эталонную четкость и естественность изображения, свободного от ложных контуров и артефактов по краям объектов, максимальную разборчивость мелких деталей, отсутствие заметных хроматических аберраций. Равномерность фокусировки действительно эталонная, от угла к углу. Сведение панелей вообще не требует какой-либо коррекции.
Здесь же можно оценить качество работы фирменных систем усиления четкости, то есть Reality Creation и Digital Focus Optimizer. Функция Reality Creation работает максимально корректно и на умеренных значениях не демонстрирует звона и ложных контуров, увеличивая четкость изображения за счет усиления микроконтраста. Видно, что Digital Focus Optimizer дает картинке дополнительную фактурность. В любом случае, за реализацию систем усиления четкости компании Sony можно только поаплодировать, а в совокупности с референсным качеством оптики мы получаем просто невероятные для проекционной технологии результаты. Картинка настолько детальная и прозрачная, что производит эффект открытого окна. Проверим, как проектору удается апскейл видео с разрешения 1080p до 4К. К сожалению, аппарат не смог нас порадовать высоким качеством масштабирования картинки. Были заметны артефакты и потери в цветовом разрешении. Плеер Oppo давал значительно более качественный результат. В этой связи на проектор стоит подавать уже масштабированный до 4К сигнал. Следующий этап тестирования направлен на проверку яркостной и цветостной равномерности. У доставшегося нам на тестирование экземпляра равномерность белого и серого была довольно слабой. Заметное виньетирование и перепад цветовой температуры от краев к центру на белой и серой заливках очевидны. Таким образом, использовать этот проектор для просмотра черно-белых фильмов будет затруднительно. Но на обычном цветном видеоконтенте эта проблема практически себя не проявляла. В любом случае, для аппарата стоимостью почти 6 миллионов рублей на начало января этого года это неприемлемо. Равномерность черного можно признать в лучшем случае удовлетворительной. Отклонения по яркости на черном заметны не только на полностью черной заливке, но, как мы убедились в дальнейшем, и на самых темных сценах из фильмов. Что касается глубины черного, при отключенной системе усиления контраста, даже по цифрам измеренного нативного контраста понятно, что она уступает как конкурентам от JVC, так и более поздним моделям от Sony. Она скорее типична для хороших DLP проекторов. На шаблонах с белыми объектами на черном фоне проектор демонстрирует великолепный результат. Никаких призраков, гало от ярких объектов на черном нет. Есть лишь едва заметный слабый вертикальный стрикинг. Теперь проверим плавность отображения градиентов. Этот тест, записанный в HDR, всегда является для проекторов Sony серьезным испытанием. И наш проектор предсказуемо демонстрирует некоторую ступенчатость градиентов. Включение функции Smooth Gradation немного снижает и выраженность бандинга, но не устраняет полностью. Тем не менее, на реальном материале бандинга мы не видели ни разу, даже на самых сложных сценах. Эти кадры из фильма «Сикарио» очень сложные с точки зрения равномерности градиентов, но никакой ступенчатости нет. Яркостные и цветостные переходы очень плавные. Прежде чем оценивать то, как проектор справляется с внутренним тон-маппингом сигнала HDR, стоит отметить следующее. Данный аппарат выпущен довольно давно и не обладает возможностью динамического покадрового тон-маппинга HDR, поэтому каких-то чудес в этой части от него мы не ждали. Однако нужно понимать, что яркостные возможности этого аппарата как нельзя лучше отвечают высоким потребностям видео, записанного в HDR. Наиболее оптимальным для HDR оказался режим Cinema Film 2. Традиционный тест с цветными плашками с яркостью от 240 до 1000 нит демонстрирует, что проектор без проблем справляется с отображением всех плашек. То есть в подавляющем большинстве фильмов, записанных в HDR, проблем ждать не стоит. На более сложных тестах с яркостью плашек до 4000 нит и до 10000 нит на стандартных настройках происходит клиппинг. Однако решить эту проблему можно с помощью уменьшения значения ползунка контраст HDR, но с понижением общей яркости изображения. Конечно, самое эффективное решение – это внешний тон-маппинг с помощью видеопроцессоров, таких как Envy или Lumagen, либо компьютера с рендером MadVR. Тем не менее, как мы убедились, даже без внешнего тон-маппинга HDR-контент на этом проекторе можно смотреть и получать удовольствие. Просто нужно приложить некоторые усилия по оптимизации настроек. Передача динамичных кадров, движение – это традиционно сильная черта проекторов Sony. И этот аппарат не стал исключением. Мы провели серию тестов для оценки качества передачи движения динамичных сцен, а также системы кадровой интерполяции. К сожалению, на снятом нами видео продемонстрировать это практически невозможно в связи с особенностями записи, обработки и воспроизведения в YouTube. Включение кадровой интерполяции
полностью устраняет рывки при панорамировании, делает контуры объектов движения более четкими, но создает эффект мыльной оперы при просмотре кино, хоть и с минимальным количеством артефактов. Поэтому его можно использовать по желанию, скажем, на спортивных трансляциях. По итогам просмотра тестовых роликов можно отметить отличное качество передачи движения, особенно в режиме True Cinema, который не создает эффекта мыльной оперы, но в динамичных кадрах, а также на сценах с использованием съемки с рук заметно повышает четкость движения, минимизирует размытие границ движущихся объектов. Как я уже отмечал, в этом проекторе используется система двойного автоматического усиления контрастности, то есть тандем из лазерного димминга и автоматической диафрагмы объектива. Есть и чисто программная функция Contrast Enhancer, усиливающая глубину темных тонов, яркость светлых участков изображения с помощью гамма-манипуляций. Включение системы динамического контраста заметно, но скорее в виде снижения яркости, так как сравнительно низкий нативный контраст не дает того эффекта, который можно наблюдать у проекторов с высоким on-off контрастом. Тем не менее, работа системы довольно деликатна, без эффекта накачки, изменения цветовой температуры бликов и потери деталей, но только на значении Limited. На Full она становится слишком навязчивой в попытках резко затемнить изображение. Теперь перейдем к просмотру на проекторе фрагментов фильмов, записанных в разрешении Full HD. Первая сцена. Сражение в лесу из классики Ридли Скотта «Царство небесное». Выглядит на проекторе очень хорошо. Аппарат прекрасно справляется с холодными тонами зимнего утра и динамикой боя. Картинка объемная и богатая деталями. «Кинг-Конг» Питера Джексона – фильм довольно спорный, но его видеоряд – это настоящий деликатес для киномана. Проектор превосходно демонстрирует нежные постельные тона в сцене, где героиня Наоми Уотс снимается на палубе корабля, и в деталях передает весь ужас контакта с гигантскими многоножками в темной сцене в лесу. Еще одна батальная сцена в нашей подборке, на этот раз из первого сольного фильма о Чудо-женщине. Изображение вообще не дает каких-либо поводов для критики. Она очень яркая и объемная, с отличной передачей движения и глубоким насыщенным цветом. Сцена из великолепной исторической драмы Брайана Сингера «Операция Валькирия» вызвала у нас настоящий видеофильский экстаз при просмотре. Проектор безупречно передал объем, теплую цветовую гамму этой сцены, фактуру одежды персонажей и залитых солнечным светом облаков на небе. А сейчас посмотрим, как проектор справится с фильмами в формате 4К HDR. Новинка со стриминга «Затерянный город». Изображение просто великолепно. Оно завораживает потрясающей яркостью, реалистичностью, цветопередачей и эталонной четкостью. Солнечный день выглядит на этом проекторе так, как мы еще не видели никогда при тестировании проекторов для домашнего кинотеатра. Кадры из фильма Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров» – очень сложный материал для любого проектора, так как они сочетают темные костюмы актеров и ярко освещенные окна позади них. Проектор справляется очень хорошо, лишь немного не хватает внутрисценового контраста для того, чтобы передать глубину темных тонов. Но это скрадывается общей яркостью и превосходной четкостью за счет премиальной оптики аппарата. Картинка похожа на фотографию высочайшего качества. Мою любимую третью часть франшизы «История игрушек» смотреть на Sony VW5000 очень увлекательно. Высочайшая яркость проектора позволяет наслаждаться просмотром всей семьей даже в неидеальных условиях светлой гостиной и при определенном уровне внешней засветки, то есть так, чтобы было комфортно самым юным зрителям. HDR здесь выглядит просто на 5 с плюсом, картинка максимально прозрачная и объемная. Кадры из фильма «Отмель» на проекторе смотрятся практически эталонно. Все детали прекрасно различимы даже на ярко освещенных тропическим солнцем гребнях волн и песке. Волосы и текстура кожи Блейк Лайвли выглядят потрясающе реалистично. Несмотря на то, что этот проектор не оснащен новейшими портами HDMI 2.1, его, тем не менее, вполне можно назвать проектором для гейминга. И причин тому как минимум две. Во-первых, это наличие режима низкой задержки, оптимизированного для игр. Во-вторых, отличная передача динамики. А высочайшая яркость проектора позволит его использовать не только в полностью подготовленном помещении в полной темноте, но и в гостиной, даже при внешней засветке. Итак, попробуем подвести итоги нашего тестирования. К несомненным достоинствам Sony VW5000 можно отнести очень высокую яркость, возможность плавного по 100 ступеням управления световым потоком, выдающееся качество объектива, эталонную четкость, резкость и равномерность фокусировки от угла к углу, отсутствие хроматических аберраций, отличное сведение, отсутствие внутренних переотражений, очень хорошую передачу динамики.
А из недостатков стоит обратить внимание на следующее. Плохую равномерность экземпляра, попавшего к нам на тестирование, слабый для технологии LCOS контраст и глубину черного, не самое высокое качество апскейла видео, отсутствие динамического покадрового тон-маппинга HDR-сигнала. Но, несмотря на все эти недостатки, проектор произвел на нас очень сильное впечатление, которое можно описать так. При просмотре ощущаешь себя не в обычном домашнем кинотеатре, а в настоящем, большом и дорогом коммерческом зале. Картинка очень живая, яркая и динамичная, 100% дающая вау-эффект. В тандеме с видеопроцессорами Lumagine или Envy, либо мощным компьютером, этот проектор становится очень серьезным решением для большого домашнего кинозала с огромным экраном. Лично убедиться в правильности наших выводов вы можете в демозале компании Nirvana, где этот проектор занял свое почетное место. Артем, у меня вопрос. Зачем мучиться с проектором и строить ему комнату специальную, если можно купить офигенных размеров плазму? Ну, во-первых, технология плазменных панелей давным-давно ушла с рынка, и сейчас их заменили, ну, по крайней мере, OLED. Это технология, которая позволяет отключать каждый пиксель индивидуально. И в этом ее, собственно, главное преимущество. Ни один проектор этого делать не умеет по определению, потому что у него оптический тракт, да, в котором любая белая точка вызывает некоторый засвет. Да, это недостаток. Но что мы имеем на этой чаше весов, да, в пользу проектора? Во-первых, огромный экран, пока совершенно недостижимый для OLED. Сколько у нас самый большой OLED-телевизор на сегодняшний день? 83 дюйма, анонсирован 90 с чем-то, не помню точно. То есть относительно возможностей проекционной технологии, ну, это маленький экран, прямо скажем. Да, это первое. Второе. Вот ваш покорный слуга совсем недавно тоже задумывался о том, чтобы перейти с проектора на OLED-телевизор. Я протестировал несколько топовых OLED-аппаратов. И все они показались мне, ну, скажем так, не тем устройством, которое дает ощущение кино. Какая-то цифровая картинка, от которой довольно быстро устаешь. Вот, кстати, из-за этой безумной контрастности, яркости, какой-то избыточной для восприятия. Тем более, если смотреть кино в темноте, например, я не могу смотреть кино иначе. Мне нужно полное погружение. Да? В темной комнате комфорт для глаз – это только отраженный свет, когда тебе не светят фонарем в глаза, да, а ты получаешь отражение от полотна. Совершенно другое удовольствие. Спасибо за просмотр. Обязательно напишите комментарий о том, что вы думаете по поводу этого проектора. Нам очень важно ваше мнение. И, конечно, не забудьте подписаться на наш канал. До скорых встреч!